Солнечный свет пробивался сквозь кроны старых кленов, освещая запущенный двор на окраине Портленда. У заржавевших ворот стояли двое – Эмили и ее брат Райан. Они приехали в дом своего деда Генри, который умер 3 месяца назад. Двор давно зарос кустами и лианами. Все вокруг выглядело заброшенным, словно время остановилось. Эмили провела рукой по шероховатой древесине ворот. «Когда мы были здесь в последний раз?» – тихо спросила она. Райан задумался. «Мне было 9. Тебе 7. Дед тогда строго запретил подходить к гаражу». Эмили вспомнила жаркое лето, запах травы и серьезный взгляд Генри. Тогда он сказал, что это место только для него. «Прошло больше 20 лет», — прошептала она. «Интересно, что он там скрывал?» Они переглянулись. Любопытство смешивалось с тревогой. Райан начал расчищать проход, отодвигая колючие ветки. Эмили помогала, ломая сухие побеги. Природа словно защищала тайну деда. Наконец ворота открылись с громким скрипом. В воздух поднялось облако пыли. Внутри было полутемно. Когда глаза привыкли к свету, они замерли. Вдоль стен стояли аккуратные полки, уставленные сотнями маленьких деревянных фигурок. Все были вырезаны вручную, точно, бережно, с любовью. Эмили подошла ближе и взяла одну фигурку. Это была девочка с косичками и букетом в руках. «Это я», — прошептала она. «Мое платье помнишь? Голубое в белый горошек». Райан посмотрел на соседнюю фигурку, мальчика с удочкой. «А это я, когда дед учил меня ловить рыбу». Они медленно шли вдоль полок. Каждая фигурка была воспоминанием. Вот бабушка Мэри за тестом. Вот мама в молодости с книгой под яблоней. Вот отец за рулем старого Форда. Но больше всего было фигурок с ними самими. В разные годы. На качелях, на дне рождения, со снежной крепостью, с первым велосипедом. В углу стоял старый верстак. На нем инструменты и незаконченная работа. Эмили осторожно взяла фигурку. Двое взрослых, мужчина и женщина, стоящие рядом. Она узнала себя и Райана. «Он работал до конца», — тихо сказал брат. «Даже когда болел». На стене висела фотография молодого Генри с первой скульптурой. Рядом вырезка из газеты. Эмили прочитала статью. Там говорилось, что Генри был талантливым резчиком, но из-за болезни рук был вынужден оставить карьеру. Он перестал выставляться, но не перестал вырезать. «Он делал это для нас», — прошептала она, вытирая слезы. Каждый вечер, несмотря на боль, он создавал их жизнь в дереве. Райан положил руку ей на плечо. «Это наша история. Вся здесь». Они стояли среди сотен маленьких фигурок, наполненных любовью и памятью. Эмили вспомнила, как дед всегда расспрашивал их о школе, друзьях, мечтах. Теперь она понимала. Он все запоминал, чтобы потом сохранить навсегда. «Что будем делать дальше?» — спросил Райан. Эмили аккуратно поставила фигурку обратно. «Мы заберем все домой. Сделаем семейную выставку, чтобы наши дети и внуки знали, каким он был». Райан кивнул. «И мы продолжим его дело. Я хочу научиться резьбе». Гараж больше не казался заброшенным. Теперь это было место памяти и любви. Солнце клонилось к закату, и его лучи золотили деревянные фигурки, словно оживляя их. Они начали бережно упаковывать работы, понимая, это не просто наследство, это сердце их семьи. А на верстаке осталась незаконченная фигурка, напоминание о том, что дед Генри верил в них до самого конца.